Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. Расскажу подробно, как Трамп дал заднюю, а министр финансов США сделал громкое предупреждение Европе. Но сразу хочу начать с очень важной новости Германии. Чуть больше, чем двое суток после первых сообщений немецких средств массовой информации о достигнутом соглашении между партиями, в Германии наконец-то было официально подтверждено, партии ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании коалиционного правительства. Это стало важным политическим событием, которое может определить будущее Германии на ближайшие годы. Окончательное решение будет принято только после внутрипартийного референдума среди членов Социал-демократической партии. Кстати, это подчеркивает ту важность внутрипартийной демократии в процессе формирования нового правительства. За нами осталась огромная, тяжелая работа, но впереди четкий и реалистичный план действий, заявил будущий федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, подводя итоги данных переговоров. По его словам, выработанное коалиционное соглашение – это ясный сигнал обществу, что страна получает способное к действию и динамическое правительство, которое сможет справиться с внутренними и с внешними вызовами. Как отметил Фридрих Мерц, новая коалиция намерена провести ряд реформ и активизировать инвестиционную политику, чтобы сохранить экономическую и социальную стабильность в Германии, повысить уровень безопасности и усилить экономику. Европа тоже может рассчитывать на Германию, подчеркнул он, демонстрируя тем самым ориентацию нового кабинета министров на сотрудничество внутри Европейского Союза. Особо Мерц отметил, что коалиционные переговоры проходили в крайне напряженной атмосфере, обусловлено не только внутриполитической конкуренцией, но и глобальной международной ситуацией. Многие силы действовали не вместе с нами, а против нас, как изнутри, так и извне, отметил Мерц, намекая на попытки давления и дестабилизации, с которыми пришлось столкнуться переговорной группе. Сформированная коалиционная договоренность, по словам будущего канцлера, является символом нового политического начала. Однако, друзья, прежде чем новый кабинет министров сможет приступить к работе, результаты переговоров должны быть официально обсуждены внутри всех трех партий – ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии. Только после получения формального одобрения со стороны каждого из будущих партнеров можно будет говорить о создании нового правительства. Мерц выразил уверенность в успехе предстоящих голосований, цитата: «Мы получим согласие наших партий, потому что главная цель этой договоренности – обеспечить, чтобы Германия двигалась к лучшему будущему», заявил он, обращаясь как к политическому истеблишменту, так и к обычному обществу. Я хотел бы вам еще раз, друзья, напомнить, что коалиционный переговор официально стартовали 13 марта 2025 года, спустя 3 недели после досрочных выборов в Бундестаг. До этого прошел этап предварительной консультации, в ходе которых ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии подготовили 11-страничный документ, в котором были зафиксированы основные договоренности. Среди них смягчение так называемого долгового тормоза для увеличения оборонных расходов, а также создание специального инвестиционного фонда объемом, внимания, 500 миллиардов евро, основное назначение которого – модернизация и развитие инфраструктуры страны. Таким образом, дальнейшие шаги будут следующими. Согласно правилам, члены Социал-демократической партии Германии должны утвердить соглашение на внутрипартийном референдуме, тогда как в случае с Христианско-демократическим союзом решения будут приниматься всего лишь небольшим партийным съездом, а у ХСС достаточно согласия руководства партии. И еще интересно то, как же все это начиналось. Напомню, что в парламентских выборах, которые состоялись 23 февраля 2025 года, победу одержал блок Христианско-демократической партии ХДС, ХСС, набрав 28,5% голосов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Социал-демократическая партия Германии тогда получила лишь 16,4%. Что же касается самого Фридриха Мерца, то он может быть избран и приведен к присяге в качестве канцлера в Бундестаге уже, внимание, 7 мая. В этот же день может состояться и церемония приведения к присяге его кабинета министров. Тем временем, как подчеркивают ведущие немецкие издания, результаты опросов становятся для Мерца все более неблагоприятными.
Так, согласно одному из последних опросов, проведенных авторитетным институтом Форса, только 32% респондентов ответили утвердительно на вопрос, считают ли они Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера. В то же время 60% участников опроса выразили противоположное мнение. Снижается и уровень поддержки самой партии Христианско-демократического союза. В свежем исследовании, проведенном по заказу издания Bild, христианские демократы потеряли 2% и сравнялись по популярности с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» АДГ. Согласно новым опросам, обе политические силы набирают по 24%. И еще, друзья, одна резонансная новость на фоне мировой торговой войны, устроенной Дональдом Трампом. Вашингтон не выдержал и решил предостеречь ЕС от сближения с Китаем. Как вам уже известно, Европейский Союз ранее неоднократно заявлял о своей готовности адаптироваться к новой мировой экономической реальности. Представители Европейского Союза ясно давали понять, что намерены перестраивать свои производственные цепочки, искать альтернативные рынки сбыта для своей продукции и переориентировать промышленность, чтобы как-то компенсировать потери, которые были вызваны новыми торговыми пошлинами, введенными администрацией Дональда Трампа. Однако теперь для Трампа на горизонте возникает новый фактор риска – возможность сближения Европейского Союза с Китаем, что вызвало резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки. Ведь тогда все введенные пошлины Трампа будут что? Правильно, бесполезны, так как продукция будет уже идти не в Соединенные Штаты Америки, а совершенно на другие рынки. Новый министр финансов США Скотт Бессент выступил с предупреждением в адрес Европейского Союза, жестко раскритиковал любые попытки Брюсселя дистанцироваться от Вашингтона и начать активное экономическое сотрудничество с Пекином. Он дал ясно понять, что Соединенные Штаты Америки крайне обеспокоены возможным сближением Европейского Союза с Китаем, особенно на фоне недавней ужесточенной тарифной политики Соединенными Штатами. Свою позицию Скотт Бессент изложил во время выступления на мероприятии, организованном Американской банковской ассоциацией. В своей речи он подробно остановился на геополитических последствиях новой тарифной политики Соединенных Штатов Америки и обозначил те ключевые направления выстраивания нового экономического альянса с союзниками, ориентировано на коллективное противостояние кому? Правильно, Пекину. Цитата. «Скорее всего, мы сможем достичь соглашения с нашими союзниками», подчеркнул он. Они были хорошими военными партнерами, хотя не всегда идеальными экономическими союзниками. Но если мы объединимся в экономическую группу, то сможем подойти и к Китаю с общей стратегией. Конец цитаты. В продолжение своей речи Скотт Бессент прокомментировал свежие новости из Испании, где политики начали открытое обсуждение перспектив углубления торговых связей с Китаем. Он вновь повторил свое предупреждение и подчеркнул, что такой путь может привести к серьезным негативным последствиям для всего Европейского Союза. По мнению представителя Белого дома, сближение Европы с Пекином будет не просто ошибкой, а настоящим катастрофическим шагом. Бессент также подчеркнул, что Китай преследует цель – это дестабилизировать мировую торговую структуру, и поэтому любая форма активного взаимодействия с ним будет играть только на руку Пекину и идти вразрез с интересами западных демократий. Позже, ближе к вечеру, в ситуацию лично вмешался и президент США Дональд Трамп. В своем официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, он объявил о корректировке недавно введенной тарифной политики. В частности, Трамп сообщил, что все страны, за исключением Китая, получат 90-дневное приостановление действия новых пошлин. Таким образом, Трамп буквально за несколько дней дал заднюю после того, как многие страны начали вводить ответные пошлины. Одновременно с этим он сообщил о повышении тарифов на китайские товары до 125%. Этот шаг был объяснен демонстративным неуважением Пекина к правилам глобального рынка. Дональд Трамп написал, цитата, «Исходя из того неуважения, которое Китай демонстрирует по отношению к мировым рынкам, настоящим я повышаю тарифы, введенные Соединенными Штатами Америки, в отношении Китая до 125% с немедленным вступлением в силу», написал Дональд Трамп на своей социальной платформе. Продолжение цитаты. «В какой-то момент, будем надеяться, в недалеком будущем, Китай осознает, что времена, когда он мог безнаказанно обманывать Соединенные Штаты Америки и другие страны, остались уже в прошлом и больше не являются ни справедливыми, ни приемлемыми.
Таким образом, друзья, с позиции Соединенных Штатов Америки с каждой минутой становится все жестче. Вашингтон стремится не только к сохранению контроля над глобальной экономикой, но и к тому, чтобы предотвратить образование любых альтернативных альянсов, способных бросить вызов американскому влиянию, в том числе в лице Китая. Европа же сейчас оказалась в сложной ситуации выбора между стратегической привязкой к Соединенным Штатам Америки и возможным расширением экономических горизонтов на восток. Друзья, а что вы думаете о Фридрихе Мерце и его новой коалиции? Справится ли он с новыми вызовами или это конец Германии? И какая ваша точка зрения в торговых войнах, когда вы видите, что каждый день ставки пошлин повышаются и уже пересекли ту отметку в сотни процентов? Что вы думаете? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайки и подписаться, чтобы не пропустить свежие новости. До встречи и хороших вам новостей!